Привет, на связи Кротов Роман. В этом видео я вам покажу кейс MiniApp, Telegram, инфобизнес. Чем отличаются миниапы от обычных ботов? Тем, что у них немного большие возможности в плане функционала. То есть это может быть практически встроенный сайт. То есть как обычное приложение в App Store, также и может выглядеть мини-приложение. А, Ну, естественно, и цены на такие вещи подороже, чем обычный Telegram-бот. В общем, это бот, мини-приложение, которое предназначено для инфобизнеса. То есть каталоги каких-то материалов, которые могут быть доступны только э, избранным людям, которые оплатили, например. В данном видео просто каталог отображения материалов, сам прием оплаты не реализован. Это может быть как в этом боте, как через другую стороннюю систему. И это все можно делать между собой, интегрировать через API, либо просто напрямую принимать оплату в самом мини-ап и выдавать доступ к этому контенту. Итак, как обычно, мини-приложение это состоит из пользовательской части и панели управления, которая ставится на ваш сервер навсегда. Смотрите, как все это выглядит. Вот так выглядит панель управления. Здесь у нас есть возможность смены темы автоматически, либо темная, либо светлая. Здесь у нас есть раздел статистика, куда при желании по вашему техзаданию можно добавить дополнительно какие-то графики, вывод каких-то сводок с возможностью фильтрации по диапазону дат, либо по любой другой фильтрации. В разделе пользователей отображается список всех, кто заходил в бот и нажимал старт. Здесь можно как удалить пользователя, так и заблокировать пользователя, чтобы он не имел доступа. Вот. Дальше можно экспортировать их в Excel в формате таблички. Раздел шаблоны страниц. Здесь можно отредактировать все доступные шаблончики. То есть здесь можно открыть редактор, посмотреть, сделать форматирование. Все форматы выделения, которые сейчас есть в Telegram на данный момент записи, они поддерживаются в этом редакторе. Можно отредактировать названия кнопок. Их здесь не так много, потому что здесь по большей части именно сам мини-ап. Он через это меню не редактируется. Дальше есть раздел роли. Что это такое? То есть это может быть не просто роль, это может быть разделы для иерархии вашего курса. То есть, например, у вас может быть курс там, для предпринимателей, маркетологов, СММщиков, что угодно. И для каждого из этих профессий может быть свои материалы. Вот здесь вот есть такое разделение. То есть здесь можно добавить, создать роль, редактировать роли, сделать для нее обложку, загрузить. Вот так все это выглядит. Далее есть категории. Для каждой роли мы создаем отдельную категорию, вот общее дерево категорий, то есть у маркетолога могут быть отдельные категории, у предпринимателя другие категории, и все это дело управляется через удобную панель управления, все здесь добавляется, можно сделать обложки, здесь все указать, кто родитель, где корневая директория, то есть вот в таком вот все виде хорошо, удобно редактируется. Я для теста создал две роли и пару категорий. Здесь вот так вот можно их отредактировать. Здесь, например, подкасты, может быть какое-то текстовое описание, тоже поддерживается редактирование, ну, именно выделение все, какие есть в Telegram. Дальше, собственно, сами продукты. Это материалы вашего курса. В данном случае, например, я здесь добавил подкаст, вот, загрузил файл. Это может быть просто ссылка на какой-то ресурс, либо сам файл, это аудиофайл. Здесь обложка, здесь какой-то текст любого размера, в принципе, да. То есть указание категории, куда относится заголовок и подзаголовок. Все это вы увидите чуть дальше, как это выглядит в самом мини-ап. Добавление выглядит тоже следующим образом. Нажимаем «Добавить». Те же самые поля заполняем, загружаем. Все это дело легко управляется. Может быть даже удалено. Можно удалить. Собственно, все. Остальные разделы особо не интересны. То есть тут какие-то системные вещи. Тут их вам не нужно. А,
Сейчас я покажу, как сам мини-ап выглядит. Итак, собственно, сам бот, то есть мини-ап, выглядит как обычный бот. То есть здесь может быть какое-то обычное меню, и можно сделать вот такую вот кнопку запуска веб-ап мини-приложения. Либо в самом меню можно сделать кнопку, как вам угодно. Нажимаем «Запустить», и нас приветствует обычно при первом старте вот такая вот страница выбора роли. Кто вы, предприниматель или маркетолог. Здесь может быть какая-то личная статистика. То есть, если у вас, вы у меня будете заказывать какую-то продвинутую систему, где нужно проходить курсы, проходить тесты, тестирование. Кстати, есть для этого отдельный чат-бот у меня в кейсах. То есть здесь можно вести и выводить какую-то аналитику, чтобы пользователь понимал свой прогресс, например. Либо вообще ее убрать. Это все на ваше усмотрение. Далее, здесь мы выбираем роль. Некоторые роли можно заблокировать, то есть закрыть, чтобы, например, она еще не открыта. Я выбрал роль предприниматель, и здесь на главной странице мы видим какие-то основные ссылочки, логотипы. Это все дело рисуется либо вы предоставляете эти картиночки, иконочки, либо я их вам предоставляю, да, то есть, ну, за дополнительную плату, естественно. Вот. И на этой странице, кроме этих ссылочек, иконочек, вот сюда мы нажимаем, переходим в профиль, можно вернуться назад, здесь есть какие-то основные ссылки, здесь можно какой-то призыв к действию, какой-то дополнительный ваш продукт основной, да, например, у вас есть а, дополнительный продукт, который самый дорогой, да, и вы здесь можете его разместить ссылку. Здесь дальше сами категории материалов можно открыть, посмотреть. Вот в данном случае у нас статей нету, я не добавлял, это просто тестовое, да. Здесь есть вот так выглядит э, материалы, здесь есть возможность увидеть их рейтинг, здесь можно найти. Вот так выглядит поиск, то есть я могу по названию найти, тут то самое описание на странице редактирования материала, продукта. Здесь можно либо скачать сам файл, нажать «Скачать», он отправится в Телеграме, да, его можно прогрузить и слушать в самолете. Либо в режиме онлайн, прямо в самом мини-ап можно открыть и слушать сам плеер. Здесь можно поставить оценку, либо снять эту оценку. Эта оценка влияет на что? Она влияет у нас на то, как отображается этот материал в топе сообщества. То есть самые топовые записи, оцененные пользователями по рейтингу, сортируются здесь и отображаются на этой главной странице, чтобы люди, которые заходят в этот мини-ап, могли сразу видеть то, что действительно ценно, и прямо отсюда послушать эти подкасты, например. Дальше внизу есть вот такая вот кнопочка о разработчике. Здесь может быть любой материал. И вот такой вот дизайн. Как видите, он сливается с дизайном самого Телеграма. Это так задумано. Может быть совершенно любой фон. Может быть там кислотно-желтый, синий, какой захотите. Он может адаптироваться под тему, которая выбрана в клиенте Telegram. То есть переключаете на темную тему, здесь все становится темным. Вот. А, Собственно, и все. Так выглядит этот мини-ап. Здесь, естественно, для такого мини-приложения нужно более тщательное техническое задание. Если вы придирчивы к дизайну и вам, например, хочется каких-то изысков в плане дизайна, структуру, естественно, вы можете накидать на бумажке и мне скинуть, да. Но если вы будете придираться по дизайну, вам, чтобы драконы летали, там, огнем пулялись и так далее, какие-то спецэффекты, то это, естественно, надо описывать в техническом задании. То есть это какой-то документ, в котором вы распишете, как вы видите, в каких цветах хотя бы, да, коды цветов, я не знаю, если вы прям щепетильно к этому относитесь. Если вам важен именно результат, можете просто структуру написать, да, как это должно выглядеть, а я сделаю уже сам дизайн на свое усмотрение. Вот так выглядеть может мини-приложение. Вы можете заказать у меня точно такое же, либо любое другое мини-приложение по вашему техническому заданию, по вашей структуре, даже по вашему дизайну. Просто пишите по ссылке, которую вы видите сейчас на экране. Не медлите, заходите, пишите мне идею,
что вы хотите, и мы с вами обсудим стоимость разработки и сроки разработки. Напоминаю вам, что если вам неохота, некогда, не умеете, не хотите вникать, как писать техническое задание, у меня есть такая дополнительная услуга. Вместе со зонами, платная, я за вас напишу техническое задание. То есть сначала заказываете у меня написание технического задания с консультацией, да, а потом и заказываете саму разработку бота. То есть это тоже возможно. Нечего пугаться технических заданий. э, я за вас могу все сделать. На этом все. С вами был Кротов Роман.